Всем привет! Сегодня мы сеем раннюю капусту, и я в этом видео хочу показать, как мы это делаем, со всеми тонкостями и нюансами. Однако я думаю, что посев капусты для большинства огородников знакомое мероприятие, поэтому главное, на что я буду делать упор, на нюансы, которые помогут вам впоследствии получить тугие, крепкие головки. Итак, что касается сроков проведения посева. Казалось бы, конец марта, а сегодня именно конец марта, это уже слегка поздно проводить посев. Но нужно учитывать, что выращивание рассады капусты существенно отличается от выращивания преимущественного большинства растений, которые мы выращиваем в комнате. Для капусты нужна пониженная температура и повышенное количество света, иначе рассада не получит того, что ей нужно, и она будет некачественной. Поэтому мы, сокращая сроки выращивания капусты в рассаде, получаем то, что на выходе у нас рассада будет, хотя и не настолько развита, как хотелось бы, однако она не будет испорчена. Она будет молодая, она будет в самом соку и в самом развитии. После высадки не потянутая и не переросшая рассада догонит и перегонит ту рассаду, которая была посеяна гораздо раньше, однако перестояла, корни застарились, ну и так далее. Там много негативных последствий, которые приводят к тому, что слишком рано сеется в надежде, что будет более развитая, однако не создаются условия для того, чтобы она развивалась. Итак, порезали кассеты, мы выращиваем в кассетах преимущественное большинство растений. Наполнили ячейки легким пушистым грунтом. Корневая система капусты относительно слабая, поэтому она не переносит плотных, тяжелых грунтов. В них она просто плохо развивается. Поэтому, друзья, грунт, подходящий для выращивания капусты, это очень важная деталь, которую нужно выполнять. И давайте проведем раскладывание. При температурах 18-20 градусов семена капусты прорастают на 3-4 день. При температурах 5-10 градусов они тоже прорастают прекрасно, потому что это холодостойкая культура. Однако срок появления всходов растягивается на 10-15 до 20 дней. Чем выше температура, тем быстрее вы можете получить срок. А что это значит? Это значит, что можно позже посеять, раньше получить всходы, чем посеять раньше, но при низких температурах и ожидать длительное время появления всходов. Выращиваем два прекрасных сорта ранней капусты, Mirror и Parel. Они хорошо известны многим огородникам. Это проверенные сорта. И они нас никогда не подводили. Ну что, давайте проведем непосредственно сам посев и поговорим уже о нюансах. Все профессиональные семена в своем подавляющем большинстве дрожжированные. И заглубляем на глубину до 1 сантиметра. Проводим качественный полив, желательно распылителем, чтобы семена оказались во влажной среде. И накрываем политые посевы пленочкой для того, чтобы создавался особенный микроклимат, который будет помогать появлению быстрых всходов. Размещаем посевы в температурный режим 18-20 градусов. Через пару дней уже начинаем наблюдать, не появились ли всходы. При появлении всходов сразу же пленку убираем, чтобы растения могли беспрепятственно продолжать развиваться. Первую подкормку проводим при появлении настоящего второго листа. До этих пор никаких подкормок, ничего не проводим. И о нюансах, за которые обещал рассказать, которые помогут нам вырастить тугую крепкую головку. Вот если после появления всходов мы не обеспечим в достаточном количестве рассаду светом, то, во-первых, она потянется, во-вторых,
в будущем на ней будут мелкие листья. И в-третьих, будет рыхлая головка. То есть, как только появятся всходы, нужно досвечивать рассаду на протяжении хотя бы 14 часов с 6 утра до 10 вечера. Мы будем подсвечивать на своем стеллаже, на самой нижней полке, она самая прохладная у нас. И только при таком подсвечивании, при таком количестве света дополнительного, у нас в будущем будет крепкая тугая головка. И второй нюанс, друзья, это температура. Вот после проведения, после получения всходов, температуру нужно будет понизить до 16-18 градусов. Если не понизить, а выращивать, предположим, рассаду при температуре 25 градусов, да еще с недостатком освещения, то в дальнейшем головка будет мелкая, и заложится она, начнет образовываться гораздо позже, хотя это капуста ранняя. Вот, собственно, все, что хотел рассказать в этом видео. Ничего, как видим, сложного. Однако условия после появления всходов необходимо соблюдать для получения хорошего результата в будущем. На этом закончу. Всем хороших урожаев, крепкого здоровья и мирного неба над головой. До свидания.